Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина. Я таролог и практик. Всех поздравляю с 1 сентября, Днем знаний. Те, у кого есть этот праздник в стране. Итак, у нас с вами будет сегодня гадание, где ходит ваше счастье, события, которые перевернут вашу жизнь. Это гадание на будущее, на судьбу. И посмотрим, как будет складываться ваша жизнь. И посмотрим, где ходит ваше счастье, потому что нужно знать, как обрести счастье, как добыть счастье, да, в этой жизни, в этом мире. Нужно какие-то советы Таро получить, напутствие, да? Особенно на сентябрь, на ближайшее время. Но вообще видео актуально в любой момент, когда вы его смотрите. Когда открыли, тогда оно для вас и работает. Итак, пока я тут все готовлю, буду перемешивать колоду, а вы подпишитесь на канал и поставьте колокольчик, чтобы все мои видео выходили сразу же у вас. Итак, у нас сегодня такая колода. Кто еще не рассмотрел, ищите, покупайте. У нас будет сейчас гадание. Ну вот, кстати, колода эта, она вся прям такая вот золотая, да. Вот все карты светятся просто. Видите? Итак, где ходит ваше счастье? Какие события скоро перевернут вашу жизнь в лучшую сторону? Давайте смотреть. Гадание на будущее. Те, кто смотрит сначала, сейчас получат благословение высших сил. Что же хотят сказать вам высшие силы? Давайте посмотрим. Так, ну, карты здесь показывают, что в вашей жизни скоро наступит победа над очень большой трудностью. Такое бывает, что есть враги, есть недоброжелатели, есть какие-то тяжелые ситуации. Вот как будто ты их воспринимаешь, да, что с тобой как какая-то сила враждует. И да, победа будет за вами в скором времени. Но, конечно, раз прошло уже много времени вашей борьбы, то вам покажется, что это была победа дорогой ценой. Хорошо, давайте смотреть наши 4 позиции. Первая карта – это ваше душевное состояние сегодня. Сегодня решила применить силу природы, природного материала, дерева, чтобы насытить наш расклад дополнительно живой энергией. Так, первая позиция у нас вот такой принит. Это зеленый камень. Сразу говорю, что он зеленый. Принит. Вторая позиция у нас будет аметист. Аметист. Третья позиция цитрин. И четвертая позиция это розовый кварц. Первая, вторая, третья, четвертая. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с самой первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. Где ходит ваше счастье? Какие события скоро перевернут вашу жизнь? Естественно, события должны быть в лучшую сторону, не в худшую. То есть карты дадут советы, да? Итак, наш принят. Сюда кладу. И первая карта – ваше душевное состояние на сегодня. Вы по ней ориентируетесь, правильно выбрали позицию или нет. Башня. Вот уже вчера, кстати, кому-то выпадала тоже башня на недавние события в жизни, да, вот в какой-то из позиций. А сейчас башня показывает ваше душевное состояние. Карта говорит всегда о разрозненности внутри, когда человек в кризисе находится. Все внутри переворачивается, все внутри сжимается, разжимается. Человеку буквально плохо, он переживает либо конфликт,
либо какие-то тяжелые события в жизни, да, и поэтому падает вот эта башня. Она говорит о том, что вот что-то разрушается и приходит в жизнь совершенно что-то новое, но когда оно входит в вашу жизнь, это нужно тоже уметь принять, пережить, потому что даже если что-то хорошее входит в вашу жизнь, оно всегда на контрасте идет. То есть после испытаний жизнь кажется слаще. Если вы сейчас зажмете нос и рот и перестанете подавать воздух в ваше тело, уже через 3 минуты вам жизнь покажется во много раз приятней, лучше, счастливее, если вы разожмете, да? Вам будет казаться, что воздух сладок и приятен, и что нет ничего лучше, чем дышать на самом деле. Вот карта, она показывает, да, кризис, да, как бы вот тяжело человеку, он испытывает трудности, душевное переживание, но именно для этого все это придумано, чтобы потом очень много радоваться жизни, ценить ее, ценить каждое мгновение. Вот, поэтому, да, поэтому у вас сейчас вот шок такой, шок. Вы, может быть, какую-то новость получили или какое-то событие, вот, и, ну, все как-то внезапно, может быть, поменялось, стресс. Но в любом случае вы уже знаете свои слабые места. Хорошо. Давайте посмотрим, а где же тогда ходит ваше счастье? Почему оно не с вами? Ему нужно уже появиться, чтобы его оценить и порадоваться, да? Где ходит ваше счастье? Вышла карта сила. Ой, справедливость, извиняюсь, я как всегда, да, потому что 8 и 11 аркан часто меняют местами, а колод у меня много. Справедливость. Ну, справедливость, она показывает, что у вас все кармически складывается. То есть, когда человек приходит в этот мир, вот его душа, она выбирает определенную карму, которую, судьбу, да, которую нужно как бы вот так вот пройти, отработать, получить опыт. И, конечно, справедливость, она показывает, что все по заслугам идет. Вот человек получает ровно то, что он как бы заслужил-то в жизни, да. И, соответственно, ваше счастье, оно в отработке. То есть в любом случае в отработке. Поэтому, когда вы сталкиваетесь с этим арканом, вы должны понять, что вы заслужили, то у вас и будет. То есть то счастье, которое вы заслужили, а вы действительно заслужили, вот у вас были испытания, да, значит, скоро после испытаний наступит этот светлый период, потому что справедливость восторжествует. И, соответственно, это карта истины, это карта равновесия, это карта гармонии. Вы добьетесь правды, может быть, от кого-то, да, то есть где ходит ваше счастье? Оно в отработке этой кармы и в правде. И оно при этом, ну вот как сказать, в том, чтобы восторжествовала справедливость. Кто-то, кто вам вредил, получит по заслугам. Кто-то, кто спорил с вами, поймет, что вы были правы. Вы поймете, что люди, которые были неправы, они осознали эту неправоту. И они раскаиваются в этом. И, соответственно, когда мы получаем эту карту, да, мы понимаем, что вы проявили личную ответственность. Вы уже уплатили по счетам. И вы ответили за свои прошлые какие-то действия из прошлых жизней. И теперь, конечно же, те люди, которые, допустим, в вашей жизни вели себя неправильно, они тоже ответят. Но это не то, что вот вы увидите их там падение, это не то, что вы увидите их наказание, может быть и нет. Многие люди не желают никому никакого наказания. Скорее, это удовлетворение от того, что люди признали ошибки и смогли их начать исправлять. В этом счастье, действительно. В этом большое счастье. Давайте еще добавим. Вот карта, кстати, часто показывает работу в государственных учреждениях. Если вы хотели
карьеры, работы, да, она говорит о том, что вы можете вот добиваться справедливости, работая на государственной службе. И это тоже, ну, может быть счастьем. Где еще ходит ваше счастье? Ну, тут у нас карта показала, что ваше счастье, оно в творчестве. Вот наша семерка кубков, она показывает всегда, что человек может быть очень такой творческий, очень такой одаренный, да. И ваше счастье может быть в проявлении вот своего душевного вот этого творчества. Если вы останетесь наедине с собой, будете в тишине, вы поймете, в чем ваша одаренность. Только нужно провести наедине с собой просто как-то длительное время, да, там несколько часов посидеть с собой, без гаджетов, без телевизоров, и попробовать вот послушать свою душу, послушать себя, что я могу людям, ну, так скажем, показать свое, да, вот какое свое внутреннее проявление я могу показать людям. Что я умею делать, что мне делать нравится, от чего я бываю счастлив. То есть нужно уметь задавать себе вот эти вопросы, от чего я бываю счастлив или счастлива. И, соответственно, это счастье, оно тут же придет, оно не за горами где-то, оно у вас внутри. Соответственно, ваше счастье, оно находится здесь, да, и вы можете проявить его, то есть занимаясь любимым делом, занимаясь чем-то для вас радостным, вы можете обрести это замечательное счастье. Вообще бывает такое, что вот эта семерка кубков, она показывает человека, тоже одаренного, тоже такого тонкочувствующего, но при этом этот человек не умеет выполнять свои сказанные слова. Он безответственный в силу того, что он слишком много витает в облаках. И сегодня он фантазирует о том, как вот он это сделает, завтра как другое сделает, но часто это не выполняет. Может быть, в вашей жизни появился или будет такой человек. Бывает такое, что не все идеальны вокруг, и вам можно его поддержать. Ну, то есть он на самом деле многого может добиться. Ему нужно просто дисциплину организовать. Может быть, вы ему поможете, потому что карта справедливости, она говорит об этом, да? И помогая этому человеку, вы обретаете рядом родную душу. То есть нужно обращать на это внимание. Что вам по судьбе в очень скором времени? Давайте посмотрим, что вам по судьбе показывать-то надо. Так, тут у нас, значит, паж мечей. Тут у нас, значит, четверка пентаклей. Дальше у нас шестерка пентаклей. Вам скоро по судьбе, между прочим, общаться с человеком острым на язык. И этот человек может многое правильно это рассказать, подать идеи. Также кто-то вам поможет, и вы обретете некую финансовую стабильность. В принципе, карты выпали очень даже неплохие. Так что вот вы переживаете, да, вот вы страдаете, но на самом деле в жизни все скоро наладится. Полезный человек входит в вашу жизнь, пусть у него и такой немножко вздорный характер, да, но все-таки это, ну, полезный человек. И этот полезный человек, главное с ним уживаться, да, то есть с ним общаться так, чтобы он, ну, склонялся в вашу сторону. Он может много внести в вашу жизнь положительного. Что у вас будет на личном фронте? То есть мы видим, да, что в финансах вам помогут, но я даже еще отдельно сейчас финансы посмотрю, что у вас на личном фронте будет. Вот видите, выпала карта десятка жезлов, которая показывает, что в личной жизни у вас нужно вагоны разгружать. Когда много взяли на себя разных обязанностей в семье, в отношениях или просто в жизни, и это мешает развитию личной жизни. Либо взяли на себя обязанности в отношениях, да, в личных, и не видите уже радости от этих отношений. Вот вам нужно вагоны разгружать, перестать уже на себя брать слишком много, да, чтобы вагон стал легкий.
и свободный, и пустой. Ну вот это правда. Вот есть такие люди, которые слишком много берут на себя всяких обязанностей, ответственностей, и потом не знают, как им жить эту жизнь. То есть не берите на себя столько всего тяжелого, и тогда вы будете жить эту жизнь гораздо счастливее. Хорошо, а что у вас будет в финансах? Еще раз отдельно проверим. Ну вот видите, я же говорю, рыцарь Пентаклей. У вас идет в финансах расцвет, подъем, улучшение, конечно же, вашего финансового положения в скором времени. И да и приносит, вот я говорю, недоверчивый, пусть немножко острый на язык человек, хорошие новости, да, стабилизируется ваше финансовое положение, все будет хорошо. Так что переживать вам не о чем, в жизни все наладится после вашей башни, и наконец-то вы входите в стабильный период. Ну, а мы идем дальше. Следующий наш камушек, да? Следующий камушек у нас аметист. Аметист. Вот сюда кладу. И первая карта — это ваше сегодняшнее душевное состояние. Так, не знаю, куда примастерить те карты. Вот. Итак, душевное состояние ваше — это вообще десятка мечей. Что-то сегодня у нас душевное состояние у всех не очень. В честь 1 сентября, что ли, детей в школу повели, начался учебный год, все у нас расстроились. Смотрите, карта десятка мечей, она у нас показывает убитое такое душевное состояние, но и в то же время финал. Вот когда человек берет и начинает отпускать в жизни все старое, отжившее, ненужное, негативное, то, что его портило, вот он подводит итоги своего прошлого и наконец-то входит в фазу нового будущего, но ему нужно пережить, опять же, кризис. Вы знаете, десятка мечей — это карта человека, который был беспринципным, который был жестким очень долгое время. И буквально одного меча достаточно, чтобы человека пригвоздить к земле, а тут их целых 10. То есть вот такое чувство, что на вас навалилось абсолютно все, но из-за либо чьей-то жесткости и беспринципности, либо вашей, да. И, соответственно, если кто-то относился к вам длительное время, очень плохо, по вам прокатывались 10, допустим, может быть, разных жестких людей, или один такой совершенно жестокий, да, вот как танком, конечно, это пригвоздырит вас к земле, и вам будет как-то не очень. Вы потеряли свою энергию, и вам нужно дождаться рассвета. Вот мы недавно с учеником по Таро проходили этот момент, что на каждой карте есть что-то хорошее и что-то плохое, да? И здесь это самый темный час перед рассветом. Вот эта карта означает, и, соответственно, вам нужно пережить этот темный час перед рассветом. Скоро солнце встанет, не переживайте. Вот я ночью иногда просыпаюсь, там, в 3 часа, например, иногда в 4, иногда в 5. И думаю, вот как жить темно, как темно. А потом вспоминаю, что сейчас немножко полежу, солнце встанет. Или можно поспать еще, и солнце встанет, да. Но вот что-то в этот самый темный час, вот когда вот совсем вот хоть глаз коли, будет меня. Бывает ли у вас такое? Хорошо, давайте посмотрим, где ходит ваше счастье, в чем оно заключается. Ключ, видите, то есть на каждой карте здесь вот такие есть интересные символы, да, такая особенная колода Таро. 4 мечей, ключ. Вот ваше счастье на самом деле, оно заключается в этом ключике. Ключ — это настоящий талисман. Ключ — это вот что-то, что открывает нам дверь, да, все-таки. Дверь возможностей, дверь такую, куда мы очень долго стучались и не могли ее открыть. Без ключа не откроешь. То же самое с сердцами, да. То есть, когда ты стучишься в сердце к какому-то человеку, как бы нужно подобрать ключ. Без ключа ты не откроешь. Вот у вас счастье в этом ключе. Вы что-то скоро откроете. И это что-то очень порадует вас на самом деле, да. То есть, наконец-то на вашей улице наступит праздник, когда вы
войдете в эту дверь, в которую долбились, стучались. А что толку вот так вот стучаться и долбиться? Нужно же мозги включить, подобрать ключик, правильно же? Ну вот в этом здесь суть как бы этой карты, что нужно научиться взять паузу, а вы сейчас реально в паузе, в раздавленном состоянии, да? Вот вам нужно научиться взять эту паузу, посмотреть на все вот как-то нейтральным взглядом и понять, ну ведь у всего есть рычаги, у всего. В этом мире можно добиться чего угодно, просто нужно знать как. Ну вот согласитесь же, так и есть. Ладно, в чем еще ваше счастье? Ну, конечно же, карта влюбленные. Ваше счастье в объединении с кем-то. Вам в жизнь идет вторая половинка или просто родственная душа, кто будет вас поддерживать. Глаза Бога здесь изображены вообще потрясающе. Смотрите, есть все-таки на этом свете любовь, может быть, в нее уже вы не верите, но она существует. Вот здесь есть птичка. Птички – это символы новостей и символы легкости и полета. Вот какой-то человек, если его сейчас еще не существует в вашей жизни, он идет в вашу жизнь, чтобы поддержать вас, чтобы вы поняли, что родственная душа существует у человека. И вы объединитесь с этим человеком. Вам нужна поддержка, вам нужен кто-то, даже если вы были очень сильным, дерзким человеком, вам нужен кто-то всегда рядом, чтобы вас поддержать и чтобы быть рядом с вами, чтобы быть вашей опорой. Вот понимаете, даже самые сильные личности на этом свете, они всегда были с кем-то, они не были полностью одни. И вот здесь карта объединения. Если вы с кем-то в отношениях сейчас находитесь, либо эти отношения... Ой, у меня карта упала. Наверное, это еще одно ваше счастье. Наверное, в этих отношениях либо все скоро улучшится, либо это не ваша вторая половинка, и вы встретите действительно ту половинку, которая является вашей половинкой. Вот следующая карта у нас императрица. Вы, если вы женщина особенно, сядете на трон. Вот что такое, кто такая императрица? Здесь у нее, так скажем, в партнерах целая белая змея. Это невероятная мудрость, проницательность, когда, знаете, человек соображает во всем, даже в медицине и в фармакологии. В жизни это, кстати, очень пригождается, да, но и отвечает за свою семью, за свой престол. Вот вы знаете, вот как будто вы сядете на этот трон, и у вас будут помощники, ну, очень-очень необычные, как эта змея, да, такая змея, ну, ее встретишь раз в пятилетку, во-первых, а во-вторых, она является интересным магическим символом. Вот у вас что-то будет волшебное скоро в жизни, вот в этом ваше счастье, что вы обретаете этот трон, вот ценой, может быть, невероятных усилий. И, соответственно, если вы мужчина, какая-то женщина, сидящая на этом троне, будет вам очень сильно благоволить, да, будет вас, правда, поддерживать и, может быть, полюбит вас, а вы ее. Но если вы женщина, вас будут точно любить, вас точно будут превозносить, вас будут благословлять высшие силы, и вы будете богаты. Вот карта императрица – это все-таки уровень высокий по благосостоянию и богатству, я вам честно говорю, это высокий уровень, совершенно точно. То есть не такая-то эта ситуация, да, где вы могли бы, допустим, сказать, что все будет плохо. Нет, у вас стабилизируется в жизни и семейное, и финансовое положение, и, может быть, здоровье. Осмотреть, что сейчас вас волнует больше всего, от чего вы будете счастливы, да, вот даже напишите, то ли у вас поднимется уровень энергии, и вы будете более здоровы, то ли у вас наладится в личной жизни, в семейной жизни, то ли у вас будет лучше с финансами, что больше вам нравится, да, то и будет, конечно же. Так, хорошо, давайте теперь еще посмотрим, что вас ждет в ближайшем будущем, что вам по судьбе. Так, ну тут у нас, значит, восьмерка жезлов, это, ой, девятка жезлов, извиняюсь, как всегда, я одну единичку не увидела. Девятка жезлов – это победа в жизни, это прорыв, когда ты стоял, извиняюсь, двери звонят, ты стоял не на жизнь, а на смерть, да, и все-таки ты выстоял.
ты смог преодолеть все тяжести, трудности, проблемы, там, я не знаю, в жизни и дошел до самого конца, ты смог сказать себе, что вот ценой невероятных усилий появилась в жизни вот победа и уверенность в завтрашнем дне. Дальше, значит, мы видим туз пентаклей, который показывает невероятный талисман, подарок Бога, да, подарок Вселенной. Так, неправильно взяла или правильно? Так, что у нас тут по-китайски? Прям таки, господи. Нет, правильно я взяла. Просто я сначала увидела тут надпись, думаю, перевернула я ее, что ли. Вот туз пентаклей — это талисман колоды, да, вот я его именно так воспринимаю. Вас действительно ждут большие деньги, то есть это правда, это благословение небес и шансы, вот самые невероятные шансы на будущее. Я бы его, допустим, растрактовала, этот туз пентаклей, именно как вот тот факт, что человеку в чем-то повезет, его ждет невероятная удача, но он ее, этой удачи, даже не ожидал для себя. То есть он даже и не мог представить, и не думал, что его эта удача посетит. Вы понимаете, вот так именно. Так, что еще вас ждет? Семерка жезлов. Опять же, это карта победы. Это карта победы, причем вы как будто бы убегаете от проблем, а они вас пытаются догнать, а вы все равно от них отбрыкиваетесь. Или от недоброжелателей также. Между прочим, семерка жезлов такая карта благоприятная для любовников и любовниц, но вот если честно, она всегда показывает человека, кого ну, вот посещает, так скажем, любовь, либо с женатым кем-то, да, либо наоборот, он уже находится в браке. И повезет на любовном фронте тем, кто являются любовниками и любовницами. Потому что, ну, если ты не любишь того, с кем ты живешь, ну, нужно тогда что-то действительно менять. Но менять в лучшую сторону, да, вот. Может быть, что-то, ну, как бы такое у вас на любовном фронте. Если нет, карты здесь просто показывают вашу победу в любой конкурентной борьбе, да. То есть проблемы бежали за вами, бежали, а вы от них убежали. Так, в любви у вас в личной жизни рыцарь кубков. Действительно прорыв идет. Но влюбленные не зря ведь тут падали, да? Кто-то будет к вам проявлять чувства, кто-то будет вам дарить подарки, дарить свою любовь, дарить свои эмоции. То есть вас ждет счастливое будущее, на самом деле вам по судьбе скоро счастье. Зря вы находитесь в этой десятке мечей, хотя нет, не зря, вам нужно это пережить, да, и просто не оставайтесь там слишком долго на дне этой ямы, выходите, потому что вам идет в личной жизни рыцарь кубков. Это ухажер или даже если вы мужчина, девушка, которая будет вас любить, боготворить и проявлять к вам даже инициативу, что от девушек бывает очень редко, и даже может дарить вам подарки. Мужчины сейчас такие, они почему-то признают этот факт, что любят полежать, любят подарки, любят, чтобы вот за ними ухаживали. Конечно, это не очень правильно, но в жизни сейчас все, правда, переворачивается с ног на голову, и уже ничему не удивляешься. Если вы женщина, вот рыцарь кубков — это реально тогда для вас, это классно. Это говорит о том, что у вас будет мужчина правильный, который ухаживает, который делает подарки, ходит с вами на свидания, то есть ценит вас, реально ценит. Что у вас будет в финансах, хотя мы уже поняли, что прорыв. Ну вот тут вот прямо у нас рыцарь мечей. Вы понесетесь галопом вперед, несмотря ни на что, и будете побеждать. Да, у вас все-таки, я заметила по картам, есть лидерские качества в характере и даже некоторая беспринципность. Рыцарь мечей это подтверждает. В деньгах вы можете прям рвать и метать, достигая самых больших высот. Именно поэтому вы получите финансовое благосостояние. Вот просто тютя-мутя у нас, конечно, никогда так быстро в жизни не прорывается. У вас все получится благодаря пороху в пороховницах, который у вас остался, а вам кажется, что ничего уже не осталось. Ну, вот такая вот позиция номер 2. Давайте все уже мантру Сатурну читайте каждый день, чтобы Сатурн вас отпустил. А мы идем дальше. Мы идем дальше к позиции номер 3. Наш цитринчик. Камень богатства и процветания. Итак, первая карта — это душевное состояние ваше. Ну, тройка пентаклей, рабочее состояние такое, знаете,
на подъеме. Карта, она всегда показывает, что человек работоспособный, он стремится вверх, он стремится вот ввысь, да? Он хочет творить, он хочет приумножать, он хочет радоваться. И, конечно, он хочет, чтобы его оценили. Вы готовы работать, но вам нужно иметь результат. И, соответственно, когда вы сейчас будете в сентябре, да, вот если вы сейчас смотрите, или просто в ближайший месяц наращивать темпы, этот результат вы получите. А как? Ну а как без результата? Тот, кто делает, он получает результат в любом случае. Карму невозможно наработать, если ты ничего не делаешь или не существуешь. Если ты существуешь, если ты что-то делаешь, у тебя все равно будут какие-то последствия. Да? Но последствия, если вы созидаете, конечно, будут самые лучшие. Тройка Пентаклей говорит о душевном подъеме, о готовности стараться ради лучшего будущего и повышать свое мастерство. А вы уже настоящий мастер. Конечно, если вы будете наращивать темпы, вы станете более богатым человеком. Тройка Пентаклей настраивает на Пентакли, честно скажу. Вы настроены на то, чтобы созидать и чтобы потом получить за это большую награду. Вы настроены на то, чтобы богатеть, развиваться, восходить по карьерной лестнице или строить бизнес. То есть это ваше сегодня. Хорошо. Где ходит ваше счастье тогда? Рыцарь жезлов. Ну, ваше счастье, во-первых, может быть ярким мужчиной, довольно-таки сексуальным, харизматичным, если вы женщина, да. И это счастье мчится прямо к вам, прямо во весь опор. Вот бывает такое, что хочется любовных приключений, несмотря на успехи или желание успеха в работе. Хочется развеяться и хочется с кем-то общаться, встречаться, чтобы была страсть. И вот рыцарь жезлов, он это реально берет и обеспечивает, да, вот эту страсть, вот это вот, не знаю, какое-то такое рвущее чувство только вперед, повышение либидо, я это так вижу, повышение сексуальности, да. И эта сексуальная энергия, она нужна нам также и в работе, и в жизни, и везде. Но вот ваше счастье почему-то в этом мужчине. Если вы мужчина, ваше счастье в дороге. Ну, кстати, для женщины тоже может рыцарь жезлов означать, что она поскачет куда-то галопом по Европам, и в этом ее счастье, то есть в каких-то поездках, командировках, разъездах. Для мужчины то же самое, да. То есть много передвижений, езда за рулем, там, машина собственная, в этом ваше счастье. То есть деловая такая деловитость, обстановка, деловая деловитость, деловая обстановка, деловитость. Я переставила, как всегда, слова. Но я вот просто понимаю, насколько здесь много всего в этой карте реально. Но в любом случае к вам какой-то человек-то в жизни идет. И этот человек яркий, этот человек вдохновляющий, и действительно, с помощью его энергии можно еще много чего сделать, да. И любовное приключение такое яркое. Не обязательно, что человек будет проявлять много ответственности, но, по крайней мере, с ним весело и интересно. И да, много дорог, много хлопот, много езды за рулем. Хорошо. Следующая карта. Ну, вот карты подтвердили. Они говорят, что-то ты как-то распыляешься. Давай мы тебе уточним. Следующее ваше счастье — король мечей. Мужчина. Для мужчины это власть. Конечно, власть, организованность, порядок, справедливость. Причем честность такая, да. То есть вы занимаете трон, у вас есть такое прям высокое положение в обществе. Вы, естественно, получаете большие деньги. И вы понимаете, что на войне все средства хороши, да? Что вы выиграете эту войну. То есть король мечей, он у нас правитель для войны на самом деле. Вот. Для женщины это мужчина, поддержка. Мужчина, который обладает этой властью, да? Такой вот он прямо весь правильный, весь интересный такой, деловой. И очень харизматичный, и действительно страстный. Ну, кто может быть более страстным, чем король мечей? Он внешне холодный. Но если он испытал это чувство, оно будет захватывать всех вокруг.
он отдастся все равно любви, да. Поэтому, конечно, король мечей, когда он выпадает, мы понимаем, что для женщины это очень такой пример даже для, ну, мужчина пример для многих. Вот так, даже не только для нее, а для многих. Как нужно в этой жизни добиваться целей и как нужно самодисциплинироваться. Правильный такой человек. Соответственно, она его боготворит, она его любит, да. И в этом счастье, а как? Ну вот у вас все равно идет мужская энергия в жизнь. Так, в чем еще ваше счастье? Ну, конечно же, звезда. Это популярность, очень часто популярность. И смена страны жительства, да, то есть смена менталитета ну, окружающих людей. Я сегодня немножечко слова переставляю. Смотрите, звезда, первое, что она показывает, то, что вы можете прославиться, то, что вы можете стать более популярным, известным, продвинутым человеком, что вас могут действительно оценить, ставить на пьедестал, восхищаться вами, что вы можете стать более красивым человеком, самоорганизоваться до такой степени, что даже имидж поменять и сделать его идеально невероятным, да. Даже тело свое можете изменить в лучшую сторону, помолодеть, там, я не знаю. Но все будут вокруг восхищаться. Может быть, вы выйдете на сцену, покажете свой талант, станете популярны на сцене. В блогинге можно стать популярным человеком, стать популярным фотографом, стать популярным хоть кем на самом деле. И, конечно, звезда показывает вот эту вашу славу, которая вас ждет, и надежду на будущее. Надежду в том числе на хорошие отношения. Звезда может показывать переезд и жизнь в другом месте, где у людей другой менталитет, где другая страна, или смена обстановки вот настолько кардинально, даже пусть в одной стране, что вы не узнаете окружающую действительность. Часто она показывает перед этим переговоры на расстоянии, много общения на расстоянии с другими людьми или с кем-то, да, и выяснение, может быть, каких-то фактов, обстоятельств, куда, мол, я еду и что мне делать. Вот. Поэтому здесь каждому, конечно, у каждого проиграется это по-разному звездам. Но сам факт, что вам идет настоящее благословение в скором будущем, то есть она просто так никогда не падает. Да? Хорошо, давайте посмотрим, а что вас ждет в ближайшем будущем, что вам по судьбе. Что еще вам по судьбе, да? Смотрим. Ну, опять. Ну, смотрите, король пентаклей. Вам все короли выпадут сегодня. Вам мужчина по судьбе в скором времени. Возможно, состоятельный, богатый человек, у которого есть большие финансы и большие возможности, у которого есть власть в руках, у которого есть такой приятный характер. Человек этот бесплатно делать ничего не будет, но вам он, скорее всего, если вы женщина, идет для любви. Его выразили уже 3 картами. Если вы мужчина, вам идет большая деньга в руки и, опять же, власть. Карта показывает такого хорошего хозяйственника. Человека, для мужчины, допустим, который может быть другим королем, да, кто ему помогает, кто его продвигает в жизни и кто является богатым и может вложиться, допустим, в ваш какой-то бизнес, в ваш проект, стать спонсором, стать инвестором. Для женщины же, конечно, это чаще всего поддержка мужчины, в том числе финансовая, или богатый муж, да, в будущем. Или ваш муж станет гораздо богаче. Большие-большие деньги, хорошее финансовое благосостояние. Что еще вам по душе, по судьбе? Следующая карта — 5 жезлов. Она показывает, что в скором времени будет нешуточная борьба. Вот у вас есть какие-то конкуренты, у вас есть вот люди буквально в жизни, кто хочет занять, конечно же, и ваше место. Вот. И, мол, тебе повезло, ну, значит, мы хотим, чтобы нам везло точно так же. И, соответственно, вам придется показать свои способности в этой конкурентной борьбе, показать, насколько вы талантливы, насколько у вас все в жизни лучше, чем у других. То есть вам нужно будет показать себя. А вы уже себя показываете, вы уже на это настроены. Конечно, все конкуренты будут повержены, но сражаться вам с ними придется, допустим, в работе или даже в личной жизни. Следующая карта у нас, конечно же, 6 кубков.
карта нежности, карта воспоминания о детстве. Вот вспомните детство. Вообще, во-первых, о чем вы в детстве мечтали? Может быть, вам стоит об этом вспомнить и, соответственно, начать добиваться этого, потому что именно от этого вы счастливы в жизни. То, о чем вы в детстве мечтали, это и есть ваше счастье. Может быть, нужно вспомнить свои прошлые мечты и начать их воплощать в жизнь, да? Также карта показывает романтику, любовь, возврат человека из прошлого. То есть, может быть, с кем-то скоро будет свидание, с кем-то скоро будет просто даже возврат приятных личных отношений и хороших взаимодействий, да? Когда ты буквально доверяешь человеку и когда ты растворяешься в общении с ним. Карта очень светлая, она показывает часто свидания, подарки, романтику. Хорошо, давайте смотреть дальше. Что у вас на личном фронте, в личной жизни? Ну, тут у нас прям-таки 8 мечей. Карта показывает, что вы огораживаетесь от личной жизни. И вот тот мужчина, который идет в вашу жизнь, вы будете стесняться. Бывает такое, что человек появляется, а ты стесняешься его, потому что вот он весь очень крутой, властный, что он там дарит что-то очень дорогое, и ты стесняешься и переживаешь, а получится ли у меня, а соответствую ли я. Конечно, вы соответствуете, вам не стоит переживать. Поэтому 8 мечей, она показывает буквально покажи, что я достойна или достоин, спаси меня. Вот вы будете в этом состоянии находиться. Не стоит даже этого. Вам нужно показать, что вы, если женщина, королева, а если мужчина, то вы король. И имейте чувство вот этого собственного достоинства. И да, то, что у вас есть человек, будет человек. Вы этого явно достойны. Вы звезда, да, вы звезда. И вы можете себе это, так скажем, позволить. Что у вас в финансах? Умеренность. Вы в финансах входите в фазу изобилия и закрепляетесь в ней. Вот вы знаете, единственное, что ради этих денег, ради этих финансов придется что-то потерпеть. Ну, действительно, просто так они же не всегда падают с неба, да, хотя такое тоже бывает, но очень редко. И вам нужно будет просто вот потрудиться, да, вот вы уже в этой фазе труда, вы будете еще и обретать известность, популярность, а ради этого стоит поработать. И потом вы обретете финансовую стабильность, медленно, но верно. Поэтому просто сохраняйте ваш настрой на будущее, да, не занижайте себя в любви, и у вас все будет отлично. Ну, вот такая вот у нас 3-я позиция. А мы идем дальше. Цитринчик убираем и кладем розовый кварц. Итак, где ходит ваше счастье? Что вам скоро такое вот замечательное по судьбе? Какие события перевернут вашу жизнь? И первая карта – это ваше душевное состояние сегодня. Ух ты, королева Пентаклей. Вы знаете, это такое спокойно, уверенное в себе душевное состояние. Когда человек пытается обрести равновесие, проявляет хозяйственность, да, ну, допустим, там детей в школу собрать, поработать, что-то сделать по дому, все убрать, прибрать, вот организовать свои шкафы, там, я не знаю. То есть вот королева Пентаклей, она всегда такое состояние означает, что человек просто берет и делает вот все свои домашние и жизненные обязанности с любовью и радостью, с благословением, с молитвой. И, соответственно, это такое ровное состояние всегда, очень ровное, очень хорошее душевное состояние. Я несу в эту жизнь благодать и пользу. Понимаете? То есть в этом суть. Хорошо. Королева Пентаклей – прекрасная карта. Прекрасная. Она, кстати, говорит часто о том, что вы привлекаете сейчас в свою жизнь изобилие, да? Изобилие, стабильность, в том числе в финансовом плане. Где ходит ваше счастье? Где оно ходит? 10 кубков. Ваше счастье в семейном благополучии. Совершенно точно. То есть карта, она здесь показала, что вы человек, который в семье в своей, да, в хорошем семейном коллективе, если у всех все хорошо, если все здоровы, если все накормлены, если есть дом, семья, изобилие, стабильный заработок, вы счастливы.
И также эта карта гармонии в душе внутри. То есть, если вы обретаете внутреннюю гармонию, вы счастливы. В этом суть. Десятка кубков – это карта итога, да, итога всех наших младших кубков. И она, конечно же, показывает, что вам нужно иметь этот вывод в своей жизни, что моя семья счастлива, что я человек, у которого есть эта семья, что благодать стремится в мою жизнь, и мой род будет процветать в будущем. То есть вот такое. То есть вы прям за всех горой, понимаете? Вы за всех горой. Вам важно не только свое какое-то вот, да, счастье, а ваша гармония душевная зависит от окружающих. Так, в чем еще ваше счастье, где оно ходит? Тройка кубков. Ну, вы знаете, тут вот по этой карте скоро у вас будет какой-то праздник в жизни, там вечеринка, я не знаю, что-то будете отмечать. И, соответственно, в этом тоже счастье. Вы любите праздники, скорее всего, или просто украшать праздники, украшать стол, чтобы родные были, близкие рядом, друзья. Вот это для вас очень важно. Если не чувствуете резонанс, смотрите другую позицию. Здесь человек для всех. Вот реально, это щедрая душа, это щедрый человек. Почему королевой Пентаклей обозначен этот человек? Потому что обо всех всегда заботится, беспокоится и делает максимально для других. Поэтому, конечно, эти карты показывают, что в вашей жизни скоро будет праздник, вечеринка, там, не знаю, корпоратив, что угодно. И вы прям будете, скорее всего, это организовывать и помогать в организации. Где еще ходит ваше счастье? Девятка Пентаклей. Это финансовое благосостояние и духовное развитие. У вас, смотрите, сколько красных карт падает. У вас наступает в жизни или уже наступил благоприятный период, и просто его не отпускайте. Вы на волне изобилия. У вас скоро будет настоящее финансовое процветание. Неважно, каким путем оно будет достигнуто. Важно, ну, в смысле, там, да, я не могу это заработать, значит, кто-то для вас заработает. Я про это говорю. То есть неважно, каким путем это будет достигнуто. Важно то, что у вас счастье в этом, да, финансовой стабильности, в хорошем таком духовном развитии, душевном развитии. И в том, что вы с близкими рядом, ваша семья рядом, все здоровы и счастливы. Вот в чем. И, соответственно, для этого нужны деньги, для этого нужно финансовое процветание, красивый сад, красивый дом. В этом ваше счастье. Что вам скоро по судьбе, да? Какие события? Карта Дьявол. Вам скоро по судьбе испытать соблазн, самый настоящий соблазн. Вы знаете, такое бывает, что у человека и семья, и дети, и окружающие, и все-все-все, но кто-то соблазняет. Могут соблазнять подружки на заработок, которые совершенно, ну как сказать, левый, да, как эти все финансовые пирамиды и все. Друзья могут так соблазнять, подружки, вкладывать в голову, что вот мы же, вот посмотрите, как живем, отдыхать ездим, там у нас все хорошо, мы купили дом за 25 миллионов и все круто. Но на самом-то деле это же вранье, они хотят вас завлечь в эту финансовую пирамиду, да. Не соблазняйтесь. Дальше, значит, дьявол – это соблазн в плане сексуально-любовном. Ну вот муж вроде как я к нему уже привыкла, да. Вот как бы он уже не такой для меня сексуальный. Но тут мне состроил глазки очень красивый джигит. И как же я теперь буду? Вот понимаете? И вот прям не могу выпустить это из головы. И все, и пошла. Куда ты пошла? И вот понимаете, или ты пошел куда, да, от своей жены. Ну то есть вот вам нужно просто думать головой. Не более, не менее. Думать и все. То есть, да, вас будут соблазнять. Также по карте дьявола могут идти в жизнь, опять же, да, лихие деньги. Пусть даже с другого источника. Соблазн поиграть в лотерею, проиграть в казино или еще что-то. Думайте головой. Хорошо, следующее, что у вас еще будет в жизни, это карта сила. Сила показывает обретение силы, мощи, обретение хорошего здоровья. И вы действительно будете на высоких позициях в этом мире. Ну и кого-то приручите. Может, начальника своего приручите. Ему давно пора быть прирученным. Может быть, приручите какого-то человека жесткого, да, вот у которого с приручением вообще было очень сложно. Притретесь характерами, там, например, в коллективе или в жизни, да. И карта, она показывает очень сильный сексуальный импульс, как и дьявол. Вам нужно запомнить, если вы сосредоточены на семье, на финансовом достатке, на том, чтобы ваша семья была спокойна, счастлива, процветала, сексуальный импульс может быть не совсем для вас.
И да, он у вас будет, вас прям снесет крышу, возможно, потому что, ну уж дьявол с силой вместе выпали. Это, естественно, невероятная дикая страсть, которая может посетить вас в скором времени. Вам просто нужно внимательно следить за собой. Что еще вам по судьбе? Ну, тут у нас выпадает двойка жезлов, да. Вы будете строить новые планы на новое будущее, то есть какие-то ставить уже еще цели. Эта карта всегда похожа на начало бизнеса, когда мы составляем бизнес-план. Может, вы захотите, правда, открыть какой-то новый бизнес, новое дело, составлять будете планирование этого. Ну, тогда это замечательно. Расставайтесь с прошлым, встречайте новое будущее, как говорится. Но всяко может быть, да, по этой карте. Может быть, это состояние, когда вы осматриваете свои владения и хотите чего-то нового внедрить в эти владения. Ну, тоже интересно. И также это планы на поездку. То есть, может, вы будете составлять планы на какие-то будущие дороги, да. Хорошо, что у вас в личной жизни будет? Конкретно уже спрашиваем. Ну вот видите, выпала двойка мечей. Это состояние выбора. Я говорю, вас будут соблазнять. Вы будете в одних отношениях, но вас будут явно соблазнять в другие. Ну, конечно, такую королеву Пентаклей или такого королеву Пентаклей всем хочется. Это заботливый, хозяйственный, приятный человек, у которого в голове все в порядке. Всем хочется такого человека. За вас кто-то начнет цепляться. Задумайтесь, задумайтесь. Вот карты уже много раз вам сказали. Что у вас будет на финансовом плане? Ну, конечно, колесница. Очень сильное продвижение вперед. Идите к своим целям. Этих целей вы обязательно достигнете во что бы то ни стало. Карта колесницы, она вам это обещает. Эта карта также показывает всегда, что нужно со своим партнером или со своей партнершей смотреть в одну сторону по заработку. И если вы вместе что-то придумаете, вы достигнете невероятных высот благодаря своей объединенной силе черного и белого, добра и зла, инь и янь, да, и так далее и тому подобное. То есть карта показывает сильный скачок вперед. Сильный скачок. Может быть, благодаря поездке. Допустим, поездка вдохновляет, да. Но это сильный скачок в финансах. Именно вверх. И девятка пентаклей у вас не зря падала. Ну, вот такие у нас сегодня были позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока и до новых встреч. Обожаю вас.